Всем приветы! Сегодня речь пойдет о поровке волнистых попугаев, в частности в клетках. И попробую я раскрыть эту тему полностью, как я порую волнистых попугаев. Самое лучшее поровать птицу — это когда она находится в стае в вольере. То есть у вас сидит определенное количество, примерно 20-30 пар, в каком-то определенном месте, и они находятся в стадии подготовки к размножению. Значит, что делаем? Это самый, так скажем, правильный способ. Берем, наблюдаем и вычисляем сформировавшуюся пару, которая начала готовиться к размножению, и вылавливаем их с вольера. То есть вычисляем эту пару. А лучше перед этим способом вольерным пометить птицу, чтобы было легче определить ее и вылавливать. Там как хотите метьте, маркером, зеленкой, кольцуйте, чем угодно. В общем, хотите как хотите, лишь бы вы умели вовремя ее различать и выловить из стаи. Значит, после того, как вы определили самца и самку в вольере, готовых к размножению, их берете, вылавливаете и садите в отдельную клетку. И даете им освоиться в этой клетке. И так далее выбираем остальные пары и рассаживаем. В процессе отсаживания пар наблюдаем за этими парами в клетках. Если по каким-либо причинам начинаются они хохлиться, появляется диарея, плохой аппетит и всякие признаки болезни, тогда проще этого самца или самку высадить обратно в вольер или карантин и подсадить другую птицу. Это такой самый естественный способ парования. Ну а можно сделать по-другому. В принципе, данный принудительный способ тоже действует и довольно-таки хорошо применяется у птицеводов. Значит, что, допустим, нам понравился самец какого-то определенного цвета и понравилась нам самка также по цвету. У них должны быть хорошо выражены физическое состояние, хорошее оперение, хорошо подвижны быть, не хохлиться, аппетит хороший. Ну, в общем, они должны проявлять инициативу к размножению. И тем самым садим их в отдельную клетку вместе и ждем определенное время, пока они спаруются. И в этом случае не должно быть рядом сбоку в соседних клетках несформированных пар, потому что могут спароваться через сетку с другой самкой или самцом. В общем, будет идти перепаровка не так, как нам нужно. И лучше подождать какое-то время, пока эта пара спаруется. Можно, в принципе, еще досадить пары в нижние клетки. Тем самым эти пары не будут видеть друг друга и будет идти паровка сразу 3-4 пар. И так собираем все пары до кучи. Дальше. Если в процессе разведения по каким-либо причинам у нас погибла самка или самец, или у них плохое здоровье, из боков от этой пары другие пары спарованы все, то можно самку или самца заменить ремонтной птицей из вольера. То есть заменяем плохую на хорошую. И так как по бокам формированные у нас пары, то эти спаруются без проблем. Перепаровки не будет с соседями. Кидаем самку или самца и ждем, пока она не начнет нести яйца. И потом определяем по этим яйцам, будет оплод или нет. Тем самым подтверждаем паровку птицы. Ну и наблюдаем за самцом, чтобы он кормил самку.
Даже если будет одно яйцо из 8 оплодотворенных, считаем, что пара сформирована. И осталось нам дождаться только проверки правильной паровки пары. Это будет ли самец полноценно кормить самку и птенцов. Насчет этого все пока. И была такая определенная практика, что в определенный момент самка в одной клетке и самка в другой снесли неоплодотворенные яйца. И у меня возникли вопросы по поводу работоспособности самцов. И я поменял самцов местами во время сезона. Одного вверх, другого вниз. И начал ждать. Следующий выводок: яйца обоих самок были оплодотворенные, и самцы кормили их и птенцов. Но потом я причину понял, что птенцы приболели выводки и пришлось давать антибиотик. Поэтому получилось неоплод. Но пары перепаровались. Тем самым подтвердилось, что можно перепаровывать птиц во время сезона и подготовки к нему. В принципе, во время сезона я много раз перепаровывал, добавлял и убирал самцов и самок. Ну и было всегда все удачно. Главное, чтобы соседние клетки по бокам были формированные пары. Ну, еще раз повторюсь, тут будет зависеть все от качества самца. В прошлом видео я говорил о 4-м способе по качеству и количеству птиц и птенцов. Вот это как раз и влияет на все это. И поэтому тут надо вести жесткий отбор по племенной птицы. Ну и все получится. И всегда в запасе должны быть ремонтные самцы и самки. Это касается в большей степени парного и клеточного разведения. Ну, вроде бы по паровке, думаю, рассказал довольно понятно. Ну, если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, если что, дополню. Спасибо за просмотр.